Обзор скетчбука. Это маленький скетчбук размером 90 на 140 миллиметров, кажется. Но я его не закончила до конца, потому что меня очень быстро взбесил его маленький формат. Я не могла ничего уместить в эти маленькие границы, никакой полноценной картинки, поэтому что получилось, то получилось. На первом развороте у нас просто наклейки. Эти наклейки с аниме мне подарила родственница, а это остатки от наклеек, которые шли в подарок с какого-то товара на выбор. Начало ведения скетчбука, 16-10-24 год. В тот день я его забрала с Валбериса как раз таки и была у зубного. Поэтому здесь две девочки, показывающие свои зубы. Это как раз таки наклейка, от которой остались вот эти вот остатки. Это я уезжала из города соседнего, и там есть пиццерия, на которой изображены вот эти супер стильные лягушки. Я их решила перерисовать, но вышло не точь-в-точь, очевидно. Но мне они все равно нравятся. Мне особенно нравится вот эта вот тетечка. Я планировала использовать этот скетчбук как дневник эмоций в рисунках и планировала рисовать в нем почти каждый день. Просто если я чувствовала какую-то эмоцию или что-то еще, я собиралась здесь рисовать. И мой самый главный страх на тот момент в ванной был почему-то, что вдруг я буду в ванной и за дверью начнется пожар. Вот как раз таки тут все пылает. Это я лежу в воде, грущу, что ж теперь поделать. Это мне подарили свитбокс Леди Баг. У меня выпала Рено Руж. Я не люблю Рено Руж. Я не люблю вообще связывать свое творчество с какими-либо фандомами. Но я увидела, что другие художники как-то красиво оформляют свои развороты, и подумала, что у меня получится так же, но у меня ничего не получилось. Я решила ее нарисовать в своем стиле. Мне не нравится. Здесь начинаются развороты, на которые я клеила крафтовую бумагу. Вроде бы это она так называется. Она осталась у меня от хлеба, когда я держала пост. Я ела очень много постного хлеба, и он продавался в таких пакетиках, и мне было жалко выбрасывать. Я решила клеить ими скетчбук. На них не будет ничего, что-то такого дельного нарисовано. Просто там будут мои старые рисунки какие-то. Или просто наклейки. Так что я не буду их комментировать. Скорее всего, у них будет написана дата. Это я ездила в Краснодар и рисовала в поезде все, что нам запомнилось по пути. Это Крымский мост, кружка кофе 3 в одном, 2005 год. А это мальчик был на вокзале в Краснодаре. И мы с ним очень долго стояли друг на друга, смотрели, а потом разошлись. Наклейки, потому что я их купила, и мне их нужно было как-то использовать, но они здесь вообще не в тему. Здесь вообще ничего не в тему. Я перерисовывала на память старую картину, которую я рисовала акварелью, когда училась в школе. Там была изображена вот эта девочка с черепом чьим-то. Но она выглядела не совсем так. Она была посветлее, не такой пугающий взгляд. И у нее было более животное лицо. Но со временем она приняла вот такой вид. А вот этого существа не было на том рисунке. Но я заметила, что когда я думаю о каких-то воспоминаниях, которые меня тревожат, он появляется в них, и мне хочется их рисовать, и его рисовать также. Это будет и прослеживаться в следующих моих скетчбуках. Думаю, он мне не скажет ничего хорошего, если сможет. Скетчбук красного цвета, и у меня произошел какой-то фикс на красном цвете, и я не курю, поэтому мне пришлось ходить по улицам и искать упаковки именно от красного Чапмана, потому что мне нужны были именно они. Это была Пасха. Я хотела нарисовать что-то тематическое по этому поводу. У меня
меня вышла вот такая девочка-овечка. И у меня были идеи с ней нарисовать еще кое-что для моей идеи, но я ее так и не воплотила в том году. Надеюсь, что смогу воплотить в этом году. Фиксация на красном все еще продолжается. Здесь наклейки наконец-то пригодились в тему. Это я подбирала ей цвет глаз. Когда я училась, я придумывала себе персонажей, которых никак не развивала. В общем, это София, но у нее всего 2 рисунка. На фон мне не хватило маркера, поэтому этот разворот не докрашен. Это я ночевала у своей подруги какое-то время, и когда мы проснулись, мы ели все вот это, пили кофе, ели киндер, и я решила это клеить просто как воспоминание. Это мои персонажи, историю которых я собираюсь развивать в комиксах позднее, когда мой скилл немножечко подрастет хотя бы, я буду способна что-то изобразить. Эта цитата не относится к ним, но она здесь подошла просто по стилю. Здесь я не досушила акриловый лак, которым покрыла этот разворот, и он склеился. Печально, но все же разворот не настолько красив, поэтому не грустно. Это я пыталась повторить челлендж для художников, когда ты рисуешь абстрактные формы и пытаешься в них что-то найти. Но у меня ничего не получилось, и я поняла, что у меня нет фантазии. Я люблю молочный ломтик. Это просто девушка. Я хотела посмотреть, как я рисую пухлых людей. Но, честно, она у меня не выглядит настолько пухлой, как насколько я хотела бы ее видеть. Это мой автопортрет. Мне в тот период времени было очень тяжело. И мое моральное состояние было таким. И я физически себя ощущала такой. И в своей голове, если думать от третьего лица, я видела себя именно такой. Мне надоел скетчбук из-за того, что он маленький. Я не знаю, что в нем рисовать. Поэтому я подумала, что пока что я его отложу и начну рисовать в другом формате. И когда тот формат мне надоест, я вернусь к этому. Но пока что я не вернулась.